Счастливое детство у Кольки закончилось в 5 лет, когда однажды родители не пришли забирать его из садика. Всех детей уже разобрали, а мальчик сидел за столом и рисовал себя, маму и папу. Воспитательница поглядывала на него и почему-то все время вытирала щеки, а потом подошла, схватила на руки, крепко прижала к себе и сказала: «Чего бы ни случилось, ты не должен бояться, Коленька. Ты теперь должен быть сильным. Понял меня? Понял меня, малыш?» «Я хочу к маме», — произнес он в ответ. «Сейчас придут тетя и дядя. Ты пойдешь с ними, Коленька. Там будет много других детишек. Ты только не плачь. Все наладится, все будет хорошо». И она прижалась к нему своим мокрым лицом. Потом его взяли за руку и повели к машине. На вопрос, когда отдадут маме, ему сказали, что мама с папой далеко, и сегодня не смогут прийти за ним. Колю поселили в общую комнату с такими же, как он, мальчишками. Но родители не пришли ни завтра, ни еще через день. Мальчик очень сильно переживал и плакал по ночам. От этого и переживаний у него поднялась температура. И только тетя в белом халате серьезно поговорила с ним после выздоровления. Она сказала, что родители его теперь очень далеко, на небе, и они не могут спуститься оттуда, но они всегда рядом, приглядывают за ним, все знают о нем, и поэтому ему надо хорошо себя вести и не болеть, чтобы они не расстраивались. Но Колька не поверил. Он смотрел на небо и не видел там никого, кроме птиц и облаков. Он решил во что-либо не стало найти родителей. Сначала он тщательно исследовал двор на прогулках. Наконец нашел небольшую дыру за кустом. Там были изогнуты железные прутья забора, но пролезть он туда мог только наполовину. И мальчик стал делать подкоп. Потихоньку дело продвигалось. Земля была рыхлая, с песком. И вскоре внизу, где расстояние между прутьями было самым большим, образовался лаз. Колька пролез через него и оказался на воле. Что есть мочи, кинулся он прочь от ненавистного ему приюта. Так, кажется, называли его другие мальчишки. Но города он не знал и вскоре заблудился. Кольке непременно нужно было найти свой дом, но дома все были одинаковыми, да и адрес он свой не помнил, а подходить ко взрослым боялся, ведь вернут обратно. И вдруг он увидел на переходе женщину, очень похожую на маму. Такое же платье в горошек, аккуратный пучок светлых волос на голове. «Мама!» — кинулся Колька ей вслед, но она не услышала его и даже не обернулась. «Мама!» — вцепился в женщину мальчик, догнав ее. Женщина повернулась, присела на корточки и внимательно посмотрела на него. Нет, это была не его мама. Нина влюбилась в 20 лет и навсегда. С Виктором они оказались прекрасной парой, а познакомились случайно, на летней танцплощадке. Парень подошел к ней и, смущаясь, пригласил на медленный танец. Они легко разговорились, и больше он уже не отходил от девушки. Пошел провожать. Встречались они недолго. Через 3 месяца поженились. Жили душа в душу. Но через 3 года Нина поняла, что не может иметь детей. Муж не мог смириться с этим, и она продолжала бесконечное обследование и лечение в санаториях. Наконец супруги приняли тот факт, что своего ребенка у них не будет. И Виктор однажды сказал Нине, что можно взять его из дома малютки. Но женщина настолько любила своего мужа, что предложила ему развод. Ведь она понимала, что ему хочется своего ребенка, а это его предложение только для того, чтобы поддержать ее. Им скоро по 30, они еще молоды. Виктор женится на другой, которая сможет осчастливить его, а она как-нибудь проживет одна. Но Виктор не согласился с Ниной, сказал ей, что никогда не оставит ее. И тогда она придумала хитроумный план. Она призналась мужу, что уже давно не любит его, и у нее есть другой мужчина. Виктор отказывался в это поверить. Он знал свою жену, прекрасно понимал, что она не сможет пойти на предательство. На следующую ночь
она не пришла. Вернулась домой под утро. От нее пахло вином и мужским одеколоном. На расспросы мужа, что происходит, твердила одно: у нее появился любовник. Так продолжалось месяц. Нина то была дома, то приходила утром. Она больше не улыбалась ему, показывая, насколько он ей стал безразличен. И Виктор согласился на развод. Когда Нину окликнул Колька, она уже 2 месяца была в разводе. Чувствовала она себя не очень, сильно скучала по мужу и переживала, как он там. Ведь она продолжала его любить и искренне считала, что поступила правильно, отпустив любимого человека. А тут незнакомый мальчик назвал ее мамой. Сердце у Нины выпрыгнуло из груди. «Что случилось, малыш? Ты потерялся?» Ласково спросила она. «Я ищу своих маму и папу. Мне сказали, что они на небе, но я не верю в это». Заплакал Колька. «Пойдем, я здесь живу недалеко. Я накормлю тебя вкусными пирожными. Хочешь?» Женщина взяла мальчишку за руку, и они пошли. Кольке не страшно было идти с ней, а когда она сказала про еду, то понял, как проголодался. Дома Колька за обе щеки уплетал пирожные, которые она купила по дороге, захлебывая их ароматным чаем. И как мог, рассказал Нине, что с ним произошло. Видно было, что он давно не ел сладкого. Оказалось, что сладости у него отбирали более взрослые ребята, а еще обзывали его и иногда больно давали щелбаны. Ведь там не любят домашних детей, так его называли ребята. И как только он говорил, что за ним придут родители, то обзывали и били. А бывало и в кладовке темной закрывали, чтобы уму-разуму научился. Нине стало очень жалко мальчика, ведь мальчик ни в чем не виноват. Вот он какой, добрый, хороший, сидит перед ней, а там станет таким же обозленным на мир, как и те ребята, которые его бьют. И она, сама не ожидая от себя такого, спросила: «А хочешь, Коленька, я заберу тебя, и мы будем жить вместе, а когда ты вырастешь, ты все поймешь, и когда-то обязательно встретишься со своими родителями, но только будет это еще не скоро». Колька ответил согласием. Он сильно закивал головой и обнял неизвестную ему тетю. Но разве плохая тетя была бы такой ласковой? И глаза у нее были добрые, грустные немного, правда. А когда он согласился, то и глаза стали немного веселее, и улыбка появилась. Улыбка прямо как у мамочки. «Ты, Коля, только не пугайся, но тебе придется вернуться обратно». Мальчик отстранился от нее, а он ведь ей поверил. Он думал, что останется здесь. «Понимаешь, так надо по закону. Не могу я просто так взять чужого ребенка и оставить у себя. Мы все сделаем правильно, и я постараюсь, чтобы это было все быстро. А тебе надо хорошо себя вести и больше не убегать». Нина позвонила в детский дом и сообщила о находке. Она сама привезла мальчика, поговорила с воспитателями, чтобы тщательнее следили за малышами, и стала навещать его каждый день. Но забрать его она не могла. Точнее, ей сказали, что шансы маленькие. Дело в том, что у нее была работа, квартира, но не было мужа, а одинокой женщине ребенка на усыновление мало кто отдаст. Впервые Нина пожалела, что настояла на разводе. Но как вернуть мужа, теперь она не знала. Да и как бы это выглядело с ее стороны. И тогда она решила договориться со своим коллегой по работе о фиктивном браке. Он недавно развелся, и хоть был и бабником, но специалист хороший. И справку ему с работы дадут отличную, ведь работает там давно и не на самой низкой должности. Это показалось Нине единственным верным вариантом. Антон сначала колебался, но потом согласился, однако с условием, что за все нужно платить. Нина ему давно нравится, теперь она одна, и он согласен на ужин при свечах с продолжением. Нину это очень оскорбило, она продолжала любить мужа
и не представляла себя ни с кем другим, и попросила время обдумать его предложение. Но когда вечером пришла к Кольке, увидела у него синяк под глазом. Так его проучили старшие, чтобы не ябедничал. Воспитатели вместо того, чтобы помочь Кольке и таким же, как он, рассказали о разговоре с Ниной. Теперь мальчику придется несладко. А она никак не могла этого допустить. Ей хотелось прямо сейчас взять его за руку и увезти отсюда, но нельзя. На следующий день Нина согласилась на предложение Антона. В субботу она приготовила ужин, оделась в красное платье. Так хотел Антон. Зажгла свечи и стала ждать гостя. Ей было очень горько и противно на душе, но Кольку надо спасать. Она же обещала ему. Прозвенел звонок в дверь. Нина встала и тяжело подошла к двери. Каково же было ее удивление, когда на пороге она увидела бывшего мужа. «Я хочу поговорить с тобой, Ниночка. Дело в том, что все это время я слежу за тобой и ни разу не видел, чтобы к тебе кто-то входил, или ты уходила из дома, как это было в последний месяц нашей совместной жизни». Но тут открылся лифт, и из него вывалился Антон с букетом цветов и шампанским в другой руке. «Нинок, а вот и я». Виктор весь покраснел, кулаки его сжались, но он молча развернулся и быстро спустился по лестнице. «Виктор, постой, это не то, что ты думаешь. Позволь, я все тебе объясню», — кричала Нина, пытаясь догнать его. Но Виктор был быстрее. Он быстро прыгнул в трамвай и уехал, когда Нина даже еще не добежала до остановки. Она вернулась в слезах и выпроводила Антона. Сердце ее разрывалось. Что же будет теперь с Колькой? Неужели получится так, что она обманула мальчика, который так верил ей и ждал? Да и сама Нина уже не представляла без него своей жизни. Прошло 2 года. Коля гордо стоял на линейке среди первоклассников. На нем был строгий костюм и белая рубашка, а в руках огромный букет цветов для учительницы. В школу его привели родители и младшая сестренка, Маринка. Она была такая смешная, все время вертелась в руках у папы, а на маме было любимое Колькино платье в горошек. Это были Нина, Виктор и еще один приемный ребенок в их семье. Дело в том, что Антон оказался не такой уж сволочью. Он встретился с Виктором и все объяснил ему. Конечно, чуть не получил от Виктора только за то, как предложил Антон Нине расплатиться за брак. Но потом остыл и поблагодарил. Антон с той встречи по-другому посмотрел на мир, ведь он сделал доброе дело, а еще увидел, как искренне Виктор любит Нину. А может, когда-нибудь и у него так будет? На следующий же день Виктор примчался на работу к Нине и потянул ее в ЗАГС расписываться, чтобы скорее забрать Кольку. Нина отпросилась с работы, а когда спускалась вниз по лестнице, увидела улыбающегося Антона. Нина и Виктор так и продолжают ходить в детский дом, носят детям подарки, угощения. Маринку они сразу же забрали, как только та попала туда. Виктор первым увидел малышку и заметил, как она похожа на Нину, и не мог отвести глаз от ребенка. А Нина просто поцеловала его и прижалась крепко-крепко к любимому мужу. «Мам, пап, обещаю, я буду хорошо учиться», — тихо сказал Колька, глядя на небо. «Вы не обижайтесь на меня, что у меня теперь другие родители. Я их очень люблю, но они временные, пока я не смогу встретиться с вами». Он уже знал, что родители его погибли в автоаварии, был у них на могилке, но по воскресеньям он ходил в воскресную школу при храме и теперь понимал, что такое небо. Прошло еще много счастливых лет. Теперь в их семье годовщина свадьбы отмечалась 2 раза в год, а свою разлуку они вспоминают со смехом и каждый раз благодарят Кольку за воссоединение их семьи. А Колька обнимает своих обоих родителей одновременно, ведь он уже сам папа. Виктор и Нина живут за городом, в большом доме,
А как же иметь маленький, когда столько внуков? Ведь после Мариночки они взяли еще Антошку. И теперь, когда вся семья собирается вместе, то бывает не хватает стола. Но 3 внуков и 3 внучек не спешат сидеть на месте. Им надо все показать новой сестричке. И теперь девчонки смеются, что их стало больше. А Юленька пока побаивается. Но это скоро пройдет. Так ей шепнула Таня. Она тоже приемная. Ведь дети Виктора и Нины, каждый взял ребенка из детского дома, чтобы подарить тепло и любовь, как это сделали для них их родители. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.